Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Хорошо, отлично. Как вы здесь оказались? Да вот, стараемся посещать фестивали. Выбрали Казань, не бывали в Казани. Не были в Казани, решили Да, заехать? да, из Задона фестиваль. Классно. Сабантуй. А сами откуда? Москвы. Ну да, вообще, точнее, из Подмосковья. Там Меня сейчас такая- Александр зовут, а вас? Виктор и Светлана. Виктор и Светлана. Очень приятно. Очень приятно. У нас такие коротенькие вопросы для путешествующих на автодомах. Вот скажите, какие вот главные для вас плюсы именно в путешествии на автодомах? Потому что вы наверняка и в гостиницах пробовали, и там и с палатками. Ну, разные у вас были, видимо, форматы. Но вы пришли вот к этому. Что вот самое главное? 3 вот столпа. Да. Независимость ни от чего. Да. И То есть нет любим никаких погодных условий, Да. гостиниц, занятых, не свобода. занятых. Когда захотел, тогда сел и поехал. Да и любим просто ездить и смотреть по сторонам. Начнем с этого. А еще? Это главное. Ну, в принципе, наверное, это главное, да? Ну да. А всё остальное, Полнейшая ну, Потому что нет, независимость, ни от каких условий, ездили, ни от туда еще погоды. не было как бы и представления о том, что есть такие автодома. Автодомы, да. Но мы ездили с палатками. Да. Потом Виктор легковушки переделывал, чтобы газ. Да, потом, значит, Ой. Ford Transit, низкий, короткий, переделали в такой типа мини-кемпер. Хотя тоже представления не имели. Просто поставили диван туда, газ, воду, стол и вот, собственно говоря, на Понятно. таком ездили. Ну хорошо, то есть вам это нравится, Конечно, свобода, да. возможность менять свои планы, каждую, в принципе, там, захотели Да, туда, да, захотели сюда. действительно. Да, Ну, действительно. ну, Где не погода, смотришь по карте, где погода, и переезжаешь туда. Ну тогда о наболевшем, какие вот в России сложности есть? Вы же и по Европе катались, и Да, у нас да. много всего видели. Да. Ну, 3 как бы такие момента, которые, ну вот, приходится, да, там как-то время потратить, там, подумать. Нет, но сложности в России, обусловленности нет, тот же туалет вот слить, нет вот этих. Ну, это самый первый вопрос, да. Собственно, только у нас, да и, наверное, единственный. Ну, да, не заберешься куда-то в глубинку дороги, но это уже заранее, ты маршрут, знаешь, куда можно доехать. Ну, а так, вроде, да, А так в России тоже никаких. хорошо. В То есть, России очень ну, отлично, то есть, да, в принципе, мы много такие вещи, как ездили. там вода, там заправка, всегда можно найти, правильно? Всегда Да, можно конечно. зайти. Всегда можно найти местечко, где встать хорошее. Кстати, это хорошо. Много диких, хороших местечек, куда можно забраться. Не обязательно ехать в кемпинг, в принципе, можно Не, красивое мы в место. кемпинге, как правило, не стоим. Если только зимой, Ну, когда вот ездили, еще была возможность в Европу, там на Типа горнолыжку. подключиться, когда там нужно, на да, горнолыжку чтобы... мы ездили раньше, то да. Понятно. Ну, если сравнивать, так скажем, вот ваш сегодняшний класс, да, вы на интеграле ездите, у вас были до этого другие автодома разные, сами вы строили, говорите. Но какие вот главные плюсы данного вот, фургона? Ну, интеграл, он как бы из-за того, что интеграл самый считается лучшим, потому что пространства много. Много пространства, большое лобовое стекло, хорошо все видно. Да, Ну, обзор. вот в этом отношении. Потому что когда полуинтеграл, там уже кабинка. Ты сидишь в кабинке. Ну да. Вот. Это вот это вот. А Кастельваген, ну, это свое там что-то. Значит, у нас был самый первый, это Марко Поло. Где крыша поднимается. Где крыша Мы поднимается такая вот. То есть Там у нас ребенок Да. спал. Да. Вы потихонечку двигались, так скажем, вот к этому Да, идеалу да, своему. всегда. Это у Виктора была мечта, идея. Хорошо, а если помечтать о будущем, вы что-то еще дальше рассматриваете? Ну, не знаю, может быть, вам какая-то модель там новая нравится? Нравится. Ну, так, чисто. Мне нравится Рапида. Те модели, где кровать вот так в длину, с Королевская двух кровать сторон, называется. королевская Королевская кровать, так называемая. Ну, это более комфортно просто. Но Ну, это ерунда на самом Ну, деле. такое, да. Да. Хочется просто попробовать еще Хочется, что-то. перехочется теперь Да. уже. Понял. Спасибо большое. Значит, вы вместе с нами на фестивале. Да, мы Значит, очень не прощаемся. рады знакомству, не прощаемся. Если что, вспомним, еще расскажем интересно. До Хорошо. встречи у костра. По маршрутам. Много чего интересного. Помимо вот Венлайф Феста, куда планируете еще поехать в этом году? Какие у вас Ну, планы? на Агуну, естественно. А сейчас. Агуна Фест 10-го поедем.
Может быть, внучка возьмем. Может, внучка возьмем, да. хорошо. Затем 24-25 в Питере. Мы не были на фестивале, поедем в Питер, а потом после этого... Это Hello Camper, да? Да, По-моему, да. да. А, слушайте, ну там такая молодежная движуха. Да? Но Мы не интересно бывали. тоже. Мы были в прошлом году, там дискотека, там все такое вот. Да? Модно там все такое. Да. Вот, а затем, наверное, к северу проедем, Карелию, не Ой, знаю, это хорошо. посмотрим. Очень рекомендуем Карелию. Вот эти шхеры, там все много всего Ну, интересного. мы там были. Были. Ну еще. Но это было, Да, сколько, 12 лет назад. да, А, сейчас ну там изменилось, что-то да. поменялось, там какие-то базы появились, там под автодома, так скажем, сделали стояночки. Там очень хорошо. Мы всегда мечтаем туда вернуться еще раз. То есть прям вот Ну, а июль- не откажемся никогда в Карелию съездить. Ну, июль там уже, наверное, будет длительный, там уже море, уже надо будем думать, куда. Ну, уже, наверное, Крым или Крым, Абхазия. Кавказ, Абхазия или что. Будем думать. Как вам Бюрстнер, вот, ну, по надежности, по качеству, так по использованию? Но вообще, вот как раньше у нас, как вот после Марко Поло, был Бюрстнер, Угу. но Костенваген. Да. И вообще, вот он тогда считался, что типа вот Картьяга это совсем как бы вот сам высший класс. Топ. А Бюрстнер, он, то есть с юмором, мне даже больше нравится Бюрстнер все-таки, чем Хюмер. Ну, это Хюмер он такой построже, Бюрстнер более элегантный такой. Ну да, да, да. Вот. Ну, а по крепости, вот, что вот крепенький достаточно, что вот это вот ничего не... Вот по нашим плохим дорогам сейчас едешь, вот, и, ну, естественно, как бы там дребезжалка-то есть. всё Ну, это равно красиво, понятно, да. это нормально. да. Но достаточно, то есть вот ничего такого прям вот шатающего, скрипящего нету. То есть это вот все, что дребезжит, это такое. Сколько уже километров прошли на нем? Ну, мы его пригнали, На каком? На Бюрстнере? Вот на этом, да, на мы Бюрстнере. его пригнали, брали В 55, декабре 18. грубо говоря, Мгм. да, 53. Вот, ну, 2000 пригнали, получается. И, а сейчас 80, ну, типа 85. Очень мало, потому почти что 30 тысяч. началась пандемия, не выезжали. Вот это. Ну да, ограничения были. По России небольшой километраж, по Европе большой километраж получается. Вот, а по России как-то не очень набегает. Понял. Спасибо большое еще раз за Пожалуйста. комментарии. Заходите. Хороших вам ровных дорог. Да. Вот. Спасибо. Взаимно. Увидимся. До свидания. Спасибо.